Доброе утро, Стоп-Гейм! В эфире «Инфакт». С момента выхода «Отряда самоубийц» прошло около 3 недель, и, кажется, игра оправдала свое название. Warner Bros. Провела финансовый отчет, где признала, что потенциальный хит не смог достичь ожиданий. Каких именно не уточнили, но, по словам босса Ворнеров, Kill the Justice League была одним из ключевых релизов в этом году. Теперь в компании признают, что результат первого квартала 2024 года будет очень тяжело сравнить с прошлогодним. Тогда на рынок вырвалась Hogwarts Legacy, которая позже стала самой продаваемой игрой в США за год. Конечно, может быть, обновление отряда как-то вытянут проект со дна, но вероятность этого тает с каждым днем. Пиковый онлайн в сутки сейчас не добирается и до 1000 человек, что для сервиса не просто плохой, а ужасный результат. Впрочем, как и сама игра. Последний патч для Baldur's Gate 3 добавил в игру много новых фишек, но и кое-что сломал. Например, некоторые модификации стали работать некорректно, однако разработчики из Larian Studios решили анонсировать грядущее решение проблемы. В игру планируют добавить официальную поддержку модов не только на ПК, но и на консоли. Точной даты выхода фичи пока нет, но первые наработки добавят уже со следующим крупным патчем через несколько месяцев. А чтобы проблем с модификациями было поменьше, в компании хотят начать сотрудничать с авторами самых популярных модов. Ну что, теперь ждем паровозика Томаса вместо медведя на консолях. А знаете, чего еще мы ждем? Ремейка одного из культовых российских квестов — Сублюструм. Совершенно неожиданно сценарист и композитор оригинала 2008 года Георгий Белоглазов анонсировал новую версию классики и поделился подробностями. Над игрой работают те же люди, что стояли у истоков оригинала. Сублюструм планируют перенести в полное 3D, для чего был выбран Unity. Платформы уже известны, это ПК и мобильные устройства, но вот сроков релиза пока никаких нет. Такой ранний анонс нужен для того, чтобы найти в команду несколько специалистов: проджект-менеджера, геймдизайнера, левел-дизайнера и не только. Так что, если желаете принять участие, а помимо профессионализма у вас в резюме любовь к оригиналу, то свяжитесь с командой. Я же с удовольствием подожду ремейка. Приятная новость так-то. А вот авторы ремейка Lollipop Chainsaw, который в процессе превратился в ремастер почему-то, очень неохотно делятся подробностями геймплея, зато рассказывают про костюмчики. В этот же раз Йосими Ясуда с гордостью сообщил, что модель Джульет осталась прежней. На ней обновили текстуры и, цитата, «передали естественную красоту с помощью современных CG-технологий». Но зато все остальное осталось в первозданном виде. Пока, по всем новостям, получается, что все там остается прежним, кроме саундтрека. Правда, еще боевку обещали сделать пободрее, но что-то мне уже кажется, что речь вообще может идти об управлении. Мутно это все как-то. Авторы Black Mesa, студия Crowbar Collective, выпустили короткий ролик с названием Incoming Signal. Так они тизерят свой новый проект, про который пока неизвестно абсолютно ничего. Но блогер Тайлер Маквикер, который очень любит Half-Life, методом «я думаю» предполагает, что это будет их собственный IP. А так как на своем сайте разрабы предлагают подписаться на новости, чтобы получить доступ к будущему бета-тесту, есть предположение, что проект мультиплеерный. Предлагаю не гадать, а просто подождать новостей. В любом случае, ребята уже опытные и, может быть, и не подведут. Еще пару лет назад EA анонсировала перезапуск концепции Battlefield. Это когда они открыли студию Ridgeline Games специально для сюжетных проектов во вселенной шутера. Ее еще возглавил арт-директор первых частей Halo Маркус Лето. Так вот, на днях Лето убрал из своего резюме упоминание о Battlefield и указал, что из EA он ушел. Получается, гейм-директор сюжетной BF покинул студию, так и не выпустив ни одной игры в серии. Что именно произошло, пока никто не знает, и официальных комментариев никаких нет. Но что-то мне это все не нравится, как бы совсем серию не угробили своими вселенными. Paradox Interactive выпустила новый трейлер своей цивилизации с датой выхода. Речь про глобальную стратегию милления от C-Prompt Games. В ней по классике нужно будет управлять одной из наций. Главной фишкой станет система эпох, которые будут зависеть от того, какие задачи вы будете выполнять. Хотя внешне это прям-таки циво, вот как под копирку. Игра релизнится 26 марта только на ПК, а приобрести можно будет одно из двух изданий. Стандартное за 2200 рублей или премиальное с доступом к двум последним дополнениям за 3320 рублей. Русский язык в комплекте.
Продолжая тему стратегий, анонсировали ремейк Age of Mythology с подзаголовком Retold. Геймплеем пока не поделились, но зато рассказали немного подробностей. В переиздание войдет 50 миссий, покровителей из греческого, скандинавского, египетского и атлантического пантеонов, различные катаклизмы можно будет использовать против своих врагов, а среди юнитов останутся кентавры, тролли, мумии, крокодилы, циклопы и далее по списку. Сетевой режим будет поддерживать до 11 игроков. Age of Mythology Retold должна появиться в течение этого года на ПК и Xbox с переводом на русский и сразу залететь в Game Pass. А помните, был такой классный тактический серьезный шутер, как Rainbow Six Siege? Так вот, он все еще есть, правда уже не то чтобы серьезный. Однако, несмотря на то, что игре пошел уже 9-й год, Ubisoft и не думает заканчивать поддержку. Компания показала дорожную карту на год и представила нового атакующего оперативника, героя первых игр серии Джеральда Морриса с позывным Деймос, который умеет выпускать метку смерти, которая подсвечивает конкретного противника. Ролик, конечно, пафосный, но когда Сэм Фишер решил напасть на него напротив зеркала, ну что же вы делаете это с Фишером, ну не настолько же он тупой, но правда. Также в игре появится автоматическая модерация чата, улучшение античита, а всего за год добавят 2 оперативников и переработают Блэкбирда. При этом творческий руководитель проекта Александр Карпазис уверяет, что ни о каком сиквеле пока не может быть и речи, у них, мол, великолепный движок, и игра может жить вечно с той командой, которая работает над ней сегодня. Ладно, я бы не отказался от возможности откатить всю игру до операции Velvet Shell. Doom портируют на газонокосилку. И нет, не энтузиасты, а сама ZeniMax в рамках сотрудничества с производителем Husqvarna. Для того, чтобы поиграть в ретро, нужно просто-напросто купить крутую автоматическую газонокосилку, управляемую со смартфона, и скачать обновление, когда придет час релиза. Но поиграть можно будет только с 9 апреля по 9 сентября, после чего игру удалят. А можно просто взять да поиграть на чем угодно, кроме дорогущей газонокосилки. Не благодарите за метод экономии. Ну и под конец немного про экранизацию Borderlands. Рэнд Пичворт рассказал, что первый фильм — это только начало целой киновселенной, которая будет отличаться от игр. Персонажи, по его словам, конечно, будут узнаваемы, да и некоторые сюжетные линии тоже, но все-таки фильм не будет каноном в игровой вселенной, а игры, в свою очередь, не будут каноном в киновселенной. Но я бы на его месте так не говорил заранее, сначала надо бы посмотреть на реакцию зрителей, а уже потом придумывать себе кучу сиквелов. Посмотреть, что там получилось, можно будет с 8 августа в кинотеатрах. А заценить качественный контент на stopgame.ru можно уже сейчас. Там появился свежий выпуск рефанда, в котором Ян Грибович и Иван Лоев попробовали несколько новых игр. А потом обязательно посмотрите обзор Skull and Bones от Эльмана Гусейнова. Хорошего вам дня и удачи!